was discussed because obviously we were not going the right way. На этом этапе снова с владельцем, естественно, обсуждалась возможность мандибулэктомии, потому что абсолютно очевидно, что не дает результатов вот такая подход в качестве хирургической санации. But the client again declined, so we did debridement as much as we were able to, and still kept the animal on pain medications and antibiotics. Но упрямый попался владелец, поэтому он настоял снова на санации, опять хирургической обработки вот этой вот некротизированной, измененной костной ткани. И, разумеется, кошки продолжали обезболивающую терапию и антибактериальную терапию. And this is what I got from the client by the phone. You can see now we have mandibular drift. So what happened is a pathologic fracture, and at this point we decided to euthanize the cat. So the prognosis can be really, really very bad. И вот эта фотография владелец прислал, вот эту фотографию спустя, получается, 12 недель. Мы видим сдвиг нижней челюсти, что, безусловно, связано с патологическим переломом нижней челюсти в результате глубоких изменений костной ткани. И на этом этапе было принято решение усыпить кошку по понятным причинам, что невозможно в ее состоянии. And then just a brief word also on sialocyls. It's not really an inflammatory disease, but it's actually accumulation of saliva in tissues that can cause pretty significant inflammation. И несколько слов относительно такого состояния, как сиалоцелия, то есть которое, в общем, по себе не является истинно воспалительным заболеванием, заключается исключительно в накоплении слюны в мягких тканях, которое, впрочем, вторично опосредованно может провоцировать воспалительные изменения. In cats, most common, as in dogs, is sublingual, but pharyngeal is also possible. У кошек чаще, чем у собак, встречается сублингвальная локализация сиалоцелии, однако фарингеально, то есть в области глотки, тоже можно наблюдать такие изменения. And they can become so big that they can cause severe life-threatening issues with breathing. Вот эти образования могут быть настолько масштабными, что становятся угрожающими жизни, потому что пути дыхательных путей. So this is a case of a pharyngeal sialocyl. And this is showing a very simple diagnostic test. So you just use a large needle, do an aspirate, and saliva, this tackiness is very pathognomonic for saliva. Здесь вы видите пример глоточной сиалоцелии. Очень простой диагностический тест применяется. Берется большая игла большого диаметра, забирается аспират из области сиалоцелии, и дальше патогномоничным является выделение вот такого лифтового содержимого, которое по вязкости похоже на слюну и очень такой характерный признак. And draining of the sialocyl can be performed as an emergency treatment, so to relieve the respiratory distress. Что касается дренирования содержимого сиалоцелии, то это можно использовать в качестве такого ургентного метода лечения для того, чтобы не допустить смыкания дыхательных путей, не допустить респираторного дистресса. But then the treatment that is required for the long-term control is always removal of the glands that are causing it, which is usually mandibular and sublingual. Однако лечение такое уже более, которое должно использоваться в смысле долгосрочного прогноза, это иссечение слюнных желез, которые стали причиной формирования этого сиалоцелии. Это обычно нижнечелюстные слюнные железы и сублингвальные слюнные железы. And then just a brief word on the feline orofacial pain syndrome. It is actually a disease that we have no idea what is causing it. Несколько слов давайте скажем тоже в отношении синдрома орофасциальной боли у кошек. Это очень такая интересная проблема, неизвестна до сегодняшнего дня, откуда она берется. And the interesting thing is that it was, this
described in 2 studies, and both were from UK. Интересно, что два исследования описывают вот этот синдром. Оба исследования сделаны в Соединенном Королевстве. And mostly RUVDS cats were affected. Основной популяцией животных, которые страдали, пернатские кошки. So it may be something related to the genes, it may be a hereditary disease and located in that region. Что дает основание предполагать наследственную природу заболевания, то есть может быть это некая генетически опосредованная проблема. Because otherwise it's very rarely seen. I've never seen it neither in States nor now. Доктор говорит, что ей ни разу не приходилось видеть у своих пациентов, с которыми она встречала в Соединенных Штатах, у себя в Словении, вот эту патологию ни разу. Вам приходилось видеть когда-нибудь эту проблему? Yeah. Да? So you've seen it. It's very frustrating because you can't find any particular lesion, and also the animal really suffers severe pain that's causing it to scratch or be very uncomfortable around the head and mouth. Данный синдром чрезвычайно неприятная проблема, потому что мы, несмотря на то, что видим явные признаки сильных болевых ощущений, локализованных в области рта, лицевой части головы, что выражается тем, что животное чешет себя, как-то яростно, пытается избавиться от этих болевых ощущений, мы не можем найти никакого повреждения при этом. So it's basically a disease of ruling out other diseases. We do a thorough workup of the patient, and if we can't find any lesions, and the cat is still showing this severe pain, then we would call it feline or facial pain syndrome. Диагноз вот этого orofaciального синдрома у кошек ставится на основании исключения других возможных проблем. То есть, если вы видите такую проблему, необходимо предпринять такое масштабное диагностическое изыскание в отношении обнаружения все-таки какой-то причины повреждения, в случае, если никакой объективной причины, которая бы объясняла эти боли, вы не обнаруживаете, вы можете констатировать наличие синдрома orofaciальной боли. What is also, in a way, interesting is that they don't respond to non-steroidals, corticosteroids, antibiotics, opioids, nothing of this works. Известно, что данный болевой синдром не отвечает на терапию ни стероидными противовоспалительными средствами, ни стероидами, ни антибактериальную терапию, ни на применение опиатов. So the best success was described with actually using anti-epileptic drugs and especially phenobarbital. Самые лучшие результаты по контролю этого болевого синдрома описаны при применении противоэпилептических препаратов, в особенности фенобарбитала. But still, in about 10% of cases, the disease is so uncontrollable and so frustrating to the animal that basically human euthanasia is recommended. Однако, несмотря на такую возможность, в 10 примерно процентах случаев боли настолько сильны и настолько не поддаются контролю, что животное приходится подвергнуть эвтаназии из гуманных соображений. And then to round up the lectures, just a brief word on cysts. So I'm sure you've seen odontogenic cysts in dogs. They are very, very rare in cats. И еще одна такая проблема, в заключение, это донтогенная киста. Наверняка, безусловно, все вы видели подобного рода поражения у собак, у кошек это чрезвычайно редкая проблема. But this report describes odontogenic keratocyst in a cat, and you can see how severe bone destruction can actually be caused by an odontogenic cyst. The same in dogs as in cats. Однако, тем не менее, данная патология возможна. Вот здесь вы видите описание клинического случая одонтогенной кератокисты у кошки. Обратите внимание, насколько объемное поражение костной ткани мы видим. And then the treatment itself is removal of all the cyst lining, and in severe cases it may, like in this one, actually it may be treated by mandibulectomy, and usually they don't recur. Лечение одонтогенной кисты заключается в том, чтобы иссечь ткани, выстилающие поверхность
And at this point, I would like to thank you all. If you have a chance, join us in